Мы уже купили домен и сейчас выбираем хостинг. И надиктовывали в ChatGPT, ответы получали в Opus 4.6 Extended. Изначально нам рекомендовали GitHub Pages, Cloudflare Pages, Netlify, ну и остальные аналоги. А дальше я уточнил, что сайт будет стационарный, но при этом там будет использоваться платежная система. Клиенты находятся в Соединенных Штатах Америки. Платежная система, которая будет использоваться, скорее всего, Stripe. Код будет заливаться на GitHub, и оттуда я хочу, чтобы автоматически деплой производился сразу на сайт. То есть, чтобы сервак сам отслеживал обновление репозитория, чтобы залить код из GitHub на хостинг. А что из того, что предложил, подходит ли, нужно что-то другое? Да, он говорит, подходит. Stripe Payments Link и Stripe Checkouts как раз можно привязать к статике. Ну, это я и так знаю. А Netlify рекомендует и Cloudflare Pages. Несмотря на то, что сам сайт будет статичный, он будет в себе содержать буквально несколько услуг, может быть даже для начала одну услугу, то непосредственно то, что будет на поддомене, я хочу разместить там блог, хочу, чтобы был на WordPress, и исходя из этого меняются ли какие-то характеристики домена. Он говорит, да, получается нужен PHP и база данных на MySQL. А если это WordPress, и тогда он предлагает нам гибридную систему, сделать хостингер и SiteGround, чтобы там это все было, WordPress. А, допустим, на том же статику разместить там, допустим, на GitHub Pages. Мы его просим сравнить Netlify и Cloudflare. Он сравнивает, и на что я здесь обращаю внимание, Cloudflare Pages дает 500 сборок в месяц. Даже 500 сборок в месяц. Я вначале, кстати, когда первое видео записывал, но у меня аудио тут обвалилось, поэтому я перезаписываю. Здесь 300 минут сборки, я посчитал, а здесь я думал 500 минут сборок, а здесь вообще 500 сборок, это еще лучше. Отлично. И здесь что еще было важно, это бесплатная аналитика. Где она тут? Ага, аналитика. На Cloudflare она бесплатная, поэтому предпочтительнее Cloudflare, чем Netlify. Netlify лучше поддерживается сообществом, но Cloudflare Pages мы все равно будем использовать, потому что у нас есть искусственный интеллект клауды, который может работать как в браузере и настраивать что-то для нас, как настраивать браузерную версию. Вот здесь вот, в этом видео. Вот, поэтому нам это не страшно. Мы с этим справимся. Так, безлимитный трафик, структура. Спрашиваю у нее, что такое serverless функции. Как я понимаю, это постобработка платежа, допустим, подтверждение на email, отправка. Вот это те ограничения, которые есть по серверам. Так, хостингер и SiteGround. Сравни эти два сервиса, потому что входит в услугу. Возьми важные параметры для WordPress и сравни. Ответь мне таблицей, пожалуйста. Получается, вот эти вот сервисы, они были здесь озаглавлены, что они $3 в месяц и $4 в месяц. Ну, эти цены, да, это хорошие дешевые цены, но здесь написано, что от $2, от $3. Но цена при продлении $11 и $18. Но, учитывая цену за продление, это уже дороговато. И я подумал, что вместо того, чтобы сталкиваться с серваками, которые уже настроены под пользователей, чтобы обычный пользователь, не веб-кодер,
мог иметь быстрый и хороший доступ ко всему, ко всей инфраструктуре, то вот они как раз наверчивают на сервак какую-то обертку, которая выполняет через визуальный интерфейс какие-то команды. Но нам с вами-то это не нужно. Мы с вами гордые веб-кодеры, поэтому я ему говорю, смотри, исходя из годовых цен продления, мне кажется, что может быть даже выгодно сразу брать какой-то сервер. Скажи, если там какой-то сервер брать, и там просто это все разворачивать, будет чуть-чуть меньше автоматизации на стороне сервиса. Но я думаю, это вообще не проблема. То есть, если WordPress развернуть, это достаточно просто, а дальше уже копаться прямо в админке. Но я думаю, на каком-то сервере можно также настроить автоматизацию, чтобы он отслеживал новые коммиты в GitHub и обновлял прямо с GitHub на себя. Предложи, пожалуйста, варианты, исходя из этой логики, что ты предложишь, учитывая, что чуть-чуть понимаю в компьютерах, а мы с тобой вместе так вообще горы свернем. Вот исходи, пожалуйста, из этой логики. И он мне говорит, да, действительно, купить свой сервак выгоднее, и даже выгоднее по деньгам. То есть он предлагает месячную цену $4.15, трафик 20 терабайт. Ну, я буду очень рад, если у сайта будет такой трафик, если я превышу. Тогда я буду готов платить больше денег. Это будет для меня не проблема, я уверен. CPU здесь 2 процессора, здесь по одному процессору у всех. То есть Hetzner он лидирует. Ну и получается Hetzner, он тоже и рекомендует, что это супер классно по оперативной памяти, 4 гигабайта, лучшая в рынке, наравне с одним из лучших, и количество процессоров прямо даже больше. И цена тоже классная. Номер 1. Хорошо. Дальше я спрашиваю, если мы выберем тот хостинг, который ты советуешь, скажи, пожалуйста, можно ли там разместить больше одного сайта? Это первый вопрос. Второй вопрос, если я хочу все-таки на Cloudflare Page делать статический сайт, а WordPress все-таки делать вот на этот вот сервере, то что посоветуешь? Ну, он нас хвалит, какие мы молодцы, что придумали именно такую структуру и архитектуру построения. И он говорит, что это и объясняет нам, почему то, что мы предложили, это лучший из вариантов. Вот так вот нас искусственный интеллект хвалит. Получается, общая рекомендация, если создавать сайт дешево и сердито, то я бы для себя его создавал на Cloudflare Pages, бесплатный, быстрый, создается там статичная страница, плюс подвязывается туда платежная система, то есть для личного сайта, услуг идеален. И Hetzner VPS самый дешевый из серваков, который хорошо работает для размещения там блога WordPress, и также там можно хостить больше одного сайта, то есть столько, сколько поместится в ресурсы мощности или в то, как много людей будут заходить на ваш сайт. Все, вы теперь знаете, как выбирать хостинг, как я принимал решения, какие вопросы задавал. Если вам необходимо разобраться, как купить себе домен, то можете это посмотреть в этом видео. Все, финансового вам благополучия. Пусть ваши веб-код продукты в сфере IT становятся единорогами. Пусть у вас все получается, финансово вам благополучия.